Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами посмотрим бой на ПТСАУ 10 уровня. Это моя любимая ПТСАУ Jagdpanzer E100. Немецкая мощная тачка с очень хорошим бронированием и крайне мощным орудием. Закинула сегодняшнего героя на карту степень. У него по оборудованию идет досылатель, улучшенный прицел и вентиляция. Но вентиляция не улучшена до второго тира, а пока первая. По снарядам у него 12 ББшек, 10 кумулей и 2 фугаса. Все остальное у него голдовые расходники. Карта степи забросила в бой 10 уровня, то есть много девяток. Много тяжелых танков, то есть 2 сотки. Это большой плюс, 5000 хп, которые можно выбивать. Поговорим немного о снарядах. ББшка пробивает у нас 299 миллиметров, это очень много, то есть практически любой танк в лоб можно пробивать ББшкой. Альфа 10, прошу прощения, 1050 единиц. Кумуль у нас пробивает 420, это вообще за глаза. Есть, конечно, танки, которые пробивают 430, и это является самым, наверное, высоким бронепробитием. По-моему, у 121Б такое пробитие. Но и 420 хватает. И фугасы у нас пробивают 85 мм, имеют альфу 1400 единиц. Сделаем мини-карту побольше. Видим, что в центре светилась вражеская оружка. Футюр и Конкерер почему-то в центре. Непонятно, почему там Конкерер находится. Очень странно. Едет в стандартную, в принципе, позицию. Если вы разъезжаете с нижней базы, то правильно на таком танке, да и на любой другой медленной ПТСАУ, не становиться одна отстрел, потому что вы вряд ли кого-то отстреляете, а ехать в ТТ для размена. То есть он здесь занимает, она хоть и достаточно высокая, но тем не менее он может спокойно свестись и забросить по кому-то урон. Первый выстрел 1056 очков забирает у Фоша. Бедный Фош не ожидал такого поворота событий. Как видим, также играет с шоколадом, для того, чтобы прям характеристики танка были максимально высокими. Ищет цели. 2 Т-95. Он, к сожалению, не попадает этим выстрелом. Я вам также напоминаю, если вам нравится подобный контент и нравятся мои обзоры, ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал и пишите обязательно комментарий, потому что для меня это очень важно, я тогда понимаю, что все делаю правильно. Продолжает разминать противников здесь. Видит, светится Т-95, довольно сложная цель, но не для Яги. 1127 в крышу. Я смотрю бой с вами в режиме реального времени, то есть в том формате, что я его не просматривал перед тем, как делать этот обзор, чтобы максимально была живая реакция. Видим, что много танков на этом направлении, у него 2 выстрела, 2183 урона, то есть это вообще немало. Дает по сотке в лоб, башни, 1027. Он зарядил уже, как мы видим, кумулятивы. Ну, в принципе, это, я думаю, правильно, потому что танки здесь нифига не рыхлые, и выцеливать их обычно ББшкой, когда они в рельефе, это будет долго и нудно. Он хочет реализовывать каждый выстрел. Не пробивает Т-95. Как видим, у него есть отметка одна на пушке. Много хп у обеих команд, по 24 тысячи на данном этапе. Видит, светится 50 ТП. Пробует выцелить его, но тот заезжает, к сожалению. Противники тоже не дураки, понимают, что Яга может нанести им очень высокий урон. И вот 4-й выстрел, 1026. Как видите, он занял позицию не прямо возле куста, а отъехал где-то метров на 15 от него. Для того, чтобы не светиться, тем более впереди стоят танки, которые насвечивают ему противников. То есть пользуйтесь этой позицией, я думаю, это лишним не будет ни для кого. Не стал стрелять по 50 ТП. Видит Конкерер. 103-й. Поспешил с выстрелом. Счет 0-4. Правый фланг полностью потерян, проигран. Умерло уже 4 танка, из которых 1 десятка ТВПшка. Прошло буквально 4 минуты боя. Это то, о чем мы с вами говорим в каждом видосе. Если вы хотите быть эффективными, вам нужно экономить свои очки прочности и играть максимально вдумчиво, потому что многие игроки совершают ошибку, тем самым то, что едут просто сами на направление, умирают там и не приносят никакого абсолютно вклада в бой, и это вообще не круто.
Поэтому вы всегда должны быть внимательны, пользуйтесь мини-картой, делайте ее побольше. На карте видно все, что происходит в игре. Она изменяет масштаб у нее плюсиками, которые возле бэкспейса. Это над центральным Enter'ом кнопка. Этими плюсиком-минусиком можно менять ее размер. То есть сделайте ее побольше, чтобы вы всегда смотрели на нее. Это очень важно. 5000 урона. Отстрелял практически все кумулятивы. Видит фаша. Никто не подставляется под выстрел, к сожалению. Счет 1-5. Получают первые засветы. Нужно срочно закатываться, потому что можно получить урон. Получают от Супер Конкерера сразу же. Ну, благо у него большой ремкомплект, который позволяет починить сразу 2 модуля. Отсвечивается 10 секунд и становится обратно в позицию. Противники не будут ехать на него, соответственно. Там на базе уже шар-футюр ездит. Попробует, наверное, по нему дать. Тут залез в рельеф на балкон. То есть не получится так просто по нему прокинуть. Катается Яга туда-сюда. Ошибается, по-моему, 50 ТП. В принципе, по-моему, в простреле, да? Не торопятся, неторопливый бой. Вы должны понимать, что когда играете на таких танках, нужно иметь терпение и просто никуда не спешить, не торопиться, потому что бои чаще всего будут затяжные для этой техники, и вы просто никуда банально не сможете проехать. Видим раш по центру, забрасывает в маску Супер Конкереру. Видим, в центре поджались 3 танка противников, Паттон, Рушка и Е100. Что здесь делает Е100, это для меня большой вопрос, это вообще позиция не для этого танка, но учитывая, что фланг зеленые проиграли, в принципе, наверное, правильно он делает то, что едет вперед. Здесь еще много союзников, которые не позволяют красным продвинуться дальше. Ему нужно поддержать атаку на базе. Поддержать оборону, точнее. Ну, Фош туда вряд ли вылезет. У него остался последний кумулятив. Не попадает, к сожалению, в сотку. Светится. И закатывается. Везет, что не пробивает Конкерер на откате. Нужно обязательно союзникам добирать этот танк. Конкерер дает второй выстрел. Без проблем пробивает, потому что он держал засвет его футюр. Счет 2-7. На 6000 очков прочности проигрывает команда зеленых. Это очень неприятно, когда на одном фланге полностью идет слив. Непонятно, чем занимаются вот эти ПТСАУ. Они могли спокойно француза собрать, когда он сверху скатывался вниз. Ой, хорош. Отличный блайнд. Просто шикарен. Просто круто прострелил его без каких-либо проблем. Вообще свелся спокойно. На характере взял и убил. Молодчина, класс. Вылетают на новую имбу. На 780 и умирает Кобра. Стоит Паттон. Паттон на кумулятивах. В принципе, можно в шашку. Отлично. Прокает альфа. Могла вылететь меньше, тогда бы Паттон был бы еще жив. Возможно, дал бы даже урон. Немного выровнялись по счету. 6-9 на данном этапе. Ну, это, конечно, получше. Но впереди еще 4 танка. Один из них барабан очень опасный. Вот Конкерер едет вперед. Нужно его добирать. Наверняка сводится, спокойно добирает Конкерера. Кстати, он не засветился, поскольку отъехал немного назад от кустов. То есть до того момента, когда они перестали быть прозрачными, это скрывает пламя от выстрела. Нужно помогать с фашом. Но тогда будет выстрел от сотки. Отлично, добирает фаша. Впереди Е100, который может по нему дать на 750. Но везет, не попадает. И танкует, кстати, еще 50 ТП. У Яги Е100 очень прочная рубка. То есть вот эта вся часть ВЛД и рубка, она очень-очень прочная. И пробить вас будет довольно сложно. Если только, конечно, не голдовыми кумулятивами. Но вы должны понимать то, что сверху вот эта шашка, она пробивается. Плюс еще рыхлый достаточно НЛД. Танковать от борта на этой машине можно, конечно, но это должно быть для вас редким явлением. Она, конечно, будет рикошетить, но очень часто вас также будут пробивать. Дает спокойно в щеку Е100.
пробития предостаточно для этого. Танкует рубкой, как я и говорил вам, где-то здесь вот снаряд срикошетил. А, вот, даже выше. Вот он. Отлично, счет 8-11, по хп примерно выровнялись, у нас уже 9840 урона, 1700 натанковано. То есть очень неплохо, всего 4 танка остаются вместе с нашим героем. 6 танков противника, 7 даже. У него есть уже 4 фрага. Союзная сотка решает проехать дальше. В принципе, по нему никто прокидывать не должен, добирает Е100. По счету вообще они молодцы, выровнялись, 10-11. Нужно еще раз дать шот в Е100. Не рискует выстрелить, тот закатывается. Не везет с пробития. Прокатывает вперед, чтобы Е100 было неудобно по нему стрелять. Он загнал себя этой позицией, в принципе, в угол, потому что если умирает эта сотка, ему придется как-то кружиться уже. А в спине Е100 с альфовым орудием, то есть это нужно иметь, поэтому 50 ТП это приоритет, чтобы был угол для отхода. Отлично, он сводится спокойно. Нужно в НЛД целить. Хорош. 5 фрагов, 10310 урона. У большинства танков НЛД это уязвимое место, и вы должны это прекрасно понимать. Счет у нас 3-4, именно по оставшимся танкам. 3 зеленых и 4 красных. Еще непонятно, где стоит вафлепазик. Сотка очень опасный противник, тем более имеет большое количество очков прочности. Нужно пробовать забросить, но, к сожалению, не везет ему с попаданием. Бой уже практически полностью окончен, 3 минуты остается. Тут, в принципе, может быть и ничья такими темпами. Главное, чтобы не поражение. Приехал вафлепазик. Непонятно, чем занимается Е75, который танковал его практически бортом. Слава богу, тот в него не выстрелил. Нужно добирать пазик. А он как раз начал перезаряжать снаряд не вовремя. Но везет, везет, успевает добить. Сотка не пробивает по 95. И в спине уже ружка. 3 минуты до конца боя. Ружку нужно убивать. Потому что этот юркий танк может наделать шороху. Он, к сожалению, убегает. Переходит снова на ББ. Союзники верно решают ехать вперед за Е100. 6 фрагов нашего героя, 10600 урона, плюс еще урон за шар футюра, которого он убил без засвета, то есть блайндом. Ну, я думаю, 1011 с половиной у него точно есть уже. Ружка для них может составить реальную проблему, потому что остается всего 2 минуты до конца боя, и с высокой долей вероятности они не успеют просто ружку убить, если тот, конечно, не создаст для них таких условий. Не везет сотке, снаряд пролетает просто под ягой. Дает еще один выстрел с уроном, ну то есть приятным, 11700. Сотка решает ехать на него. Спокойно сводится, получает от сотки, повышенную альфу 827. И с альфой ему не везет. У него остается 54 очка прочности. И ружка, скорее всего, его добьет сейчас. Нет, везет ему с ружкой. Союзники добивают Е100. 6 фрагов, 12700 урона, 1700 натанковано. И плюс ко всему еще есть урон за шар футюра, которого он убил блайндом. Не везет ему с выстрелом по ружке. И, скорее всего, ружка его, да, убивает. Остается всего минута до конца боя. Союзники едут за ружкой. 2 медленных танка, к сожалению. Я думаю, они ее не убьют. Что-то мне так подсказывает. Друзья, если вам понравился этот бой, вы можете описать свое мнение в комментарии. Я их все читаю, на все отвечаю, поэтому пишите, не стесняйтесь. Возможно, у вас есть предложения какие-то по контенту. Может быть, вы хотите посмотреть какой-то реплей определенного танка. Напишите, найдем такой реплей, включим, снимем, посмотрим. Так что, почему нет? Остается всего лишь 45 секунд. Он сделал хороший очень урон в этом бою. В принципе, сдержал турбослив. Но, увы,
Не повезло ему, чтобы добить последний танк. Там, в принципе, можно было стрелять на Верочку по этой рушке, но, к сожалению, не удалось. Ру-251 убежал, поэтому они его вряд ли уже найдут. Я думаю, это ничья. Думаю, бой стоит лайка. Игроку реально большое спасибо за такой классный реплей. Так что, ребята, увидимся с вами в новых видео. Удачи и хорошего вечера.